Ребят, всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про уход за волосами, а точнее поговорим про жирные волосы, про то, что же с ними делать, чтобы не мыть их каждый день. Я выполняю несколько определенных шагов, которые привели к тому, что мне не нужно теперь мыть волосы каждый день. Я думаю, с этой проблемой сталкиваются многие, поэтому видео будет полезным. Также, если вы что-то можете посоветовать по этой теме, обязательно внизу в комментариях все пишите. Первое, с чего стоит начать, это нужно обязательно подобрать себе правильный шампунь. Правильный шампунь – это тот, который будет подходить именно вам, вашей коже головы, вашим волосам, который вам будет нравиться по запаху, не будет излишне питать кожу головы и волосы, не будет утяжелять и также не будет пересушивать ее. Стоит обратить внимание на бессульфатные шампуни и на шампуни для ежедневного ухода. Они более легкие, более водянистые, у них обычно гелевая текстура, которая дает хорошую пену, хорошо очищает волосы и кожу головы. Для себя я нашла целых два таких вот шампуня. Это оба корейские шампуни. Первый от Aesthetic House CP1, такой повседневный, очень классный. Единственное, что он немножко странный по текстуре, он достаточно жидкий, он прям как водичка такая зеленая, пахнет свежими травками. Из-за этого у него просто минимальный расход, дает классную пену, классно очищает, освежает кожу головы и волосы. Он натуральный, ничем не перегружает ни кожу головы, ни волосы. Волосы становятся с ним очень мягкими, чистыми, рассыпчатыми. Это самый лучший шампунь, который я бы советовала при данной проблеме. И следующий вот такой вот шампунь от бренда Innisfree, я вам тоже про него много рассказывала. Это увлажняющий шампунь. Тоже классный шампунь, у него уже такая гелевая текстура, он более густой. Его нужно совсем-совсем чуть-чуть, потому что дает классную густую такую сбитую пену. Идеально очищает волосы, не перегружает их, не перегружает кожу головы. Супер, просто пахнет. Вот уже баночка одна закончилась, взяла вторую, здесь уже немножко начинает заканчиваться, поэтому возьму еще одну. Также у меня есть небольшой секрет, это подержать шампунь чуть-чуть подольше. То есть, когда вы наносите шампунь, хорошую пену вспенили, хорошенько промыли кожу головы, полностью все волосы, я собираю вот эти вспененные волосы на голове и оставляю буквально на 1 минутку, для того, чтобы шампунь лучше подействовал, лучше растворил все загрязнения, излишки жира на голове. И в таком случае достаточно всего один раз промыть волосы, и кожа головы и волосы будут идеально чистыми. Так вы шампуня меньше тратите и меньше воздействия на кожу головы, на сами волосы. Итак, третий секрет, чтобы реже мыть волосы, который меня очень сильно продвинул в решении этой проблемы, это скраб для кожи головы. Это такой скраб-шампунь от бренда Nineless. Это тоже корейский бренд. Так он круто очищает кожу головы. Это такой густой шампунь, в состав которого входит много мелких скрабирующих частичек. В данном случае здесь применяется перлит. Перлит — это измельченный жемчужный минерал, который очень хорошо абсорбирует, что нам нужно при нашей-то проблеме с жирными волосами. Я его не наношу как шампунь, я его наношу именно на пальцы, распределяю по пальцам и потом пальцами именно пытаюсь вмассировать в кожу головы. Естественно, наношу на влажные волосы, массирую таким образом, пытаюсь, чтобы вот эти скрабирующие частички как можно больше прошлись по коже головы. Средство начинает пениться, и, соответственно, очищается и кожа головы, и волосы, именно в тех местах, где они чаще всего жирнятся. Такого глубокого и быстрого, классного очищения кожи головы и волос не дает ни одно средство. Дает ощущение легкости, очень круто освежает. Помимо всего прочего, очень хорошо восстанавливает водно-липидный баланс, и за счет вот этого средства несколько дней подряд можно спокойно не мыть волосы. Они остаются воздушными, легкими и чистыми. Использовать 1 или 2 раза в неделю в зависимости от загрязнения. И мои волосы говорят мне спасибо. Также я заметила, что если я никаким образом не увлажняю, именно не увлажняю кожу головы, то она начинает быстрее жирниться. Поэтому как и с кожей лица, так же и с кожей головы я занялась именно увлажнением. У меня есть вот такое вот средство от бренда Nart. У них вот такая линейка гималайские травы. Это такая вода для восстановления кожи головы и волос. Это действительно такая водичка. Здесь идет вот такой вот носик. И очень удобно по проборам его наносить, но нужно наносить аккуратно, потому что очень растекается, и у него такой мятно-ментоловый аромат. И эффект тоже, то есть холодит и прямо освежает. Как это средство работает? Вы на влажные волосы его наносите, в течение секунд 30 втираете в кожу головы, и оно становится таким кремовым.
То есть после того, как я очищаю с помощью скраба кожу головы, я наношу вот эту, я бы ее даже больше назвала сывороткой. Наношу вот эту сыворотку на кожу головы, хорошенечко втираю в кожу головы, потом смываю, и волосы, и кожа головы круто увлажняются, освежается за счет этого ментола. Это средство дает не питание, а именно увлажнение кожи головы и волос. Насчет того, что волосы становятся просто идеальными, гладкими, чистыми и увлажненными, и кожа головы просто такое ощущение релакса на коже головы, когда применяешь это средство, потому что он реально холодит. Также я заметила, что с этим средством волосы стали более такие пластичные, упругие, они перестали ломаться вот здесь у основания. То есть вот этот одуванчик от того, что волосы просто переламываются, он у меня пропадает. То есть они становятся более здоровыми, от корней увлажненными, более пластичными, поэтому не пересыхают и не ломают. Классное средство, всем советую. Также у меня есть еще вот такое повседневное уже средство. Если предыдущие я применяю где-то раз в неделю вместе со скрабом, то вот это на каждый день можно использовать несколько раз в день. Эффект приблизительно такой же, то есть он тоже освежает. Наносить именно на корни. Это такой тоник-спрей, очень удобная упаковка, наносить его на корни, не сильно разбрызгивается, поэтому приблизительно точечно попадаешь куда нужно. Это когда в течение дня ощущаешь такое, знаете, сухость, дискомфорт на коже головы. В состав этого средства входит дексапантенол, который именно за кожей ухаживает и хорошо ее увлажняет. Также здесь есть салициловая кислота, у которой есть пилинг-эффект, плюс она еще контролирует выработку себума. Здесь куча всяких масел, экстрактов. Приятно не только коже головы, но еще и приятно волосам, и плюс они еще и оздоравливаются. То есть это не просто какое-то средство для моментального комфорта, это еще и классное ухаживающее средство, которое дает и оздоровительный, и ухаживающий эффект. Здесь тоже есть ментол, и вот это ощущение свежести, ощущение какой-то релаксации, что ли, оно тоже есть. Только аккуратно не попадайте в глаза, потому что действительно прям ментол ощущается. Запах приятный, он достаточно быстро как-то распространяется и усаживается, что ли. И не забываем, перед тем, как его нанести, его обязательно нужно встряхнуть. Итак, следующий совет, который вроде бы самый простой, но мы как-то пренебрегаем этим, это почаще менять резинки для волос, почаще мыть или менять расческу и почаще менять наволочки. И мы как-то привыкаем с этим жить и забываем, что на самом деле это нужно делать. Просто нужно ухаживать за теми предметами, которые касаются кожи головы, которые касаются волос, и поменьше трогать волосы. Тоже очень сильно поможет, потому что в течение дня, на самом деле, мы очень часто все трогаем волосы. На этом, в принципе, все. Вот такие самые простые вроде бы советы, которые реально решают проблему. Мне это помогло. Я надеюсь, информация, которую вы получили в этом видео, вам обязательно поможет. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за внимание. До скорой встречи в следующих видео. Я вас всех целую. Всем пока-пока.